Сейчас сложно о чем-то говорить, кроме топливного кризиса, но на повестке дня есть второй важный вопрос. Стоит ли верить слухам о подготовке мобилизации осенью? Слухи эти подогреваются не только мутными источниками, но чем-то более важным – законодательной активностью. Министерство обороны внесло в Думу законопроект о фактической отмене медицинских комиссий для контрактников и мобилизованных. Надо помнить одну важную вещь. С конца 2022 года российское государство очень последовательно готовится к мобилизации по всем направлениям. Во-первых, законодательно. Приняты законы о круглогодичном призыве, фактически отменены повестки. Полностью готова юридическая база для поражения в правах тех, кто от призыва уклоняется. От запрета на управление автомобилем до невозможности выезда за границу. Во-вторых, идет подготовка технологическая. Уже созданы реестры и синхронизированы базы данных. Мобилизация больше не упирается в пропускную способность военкоматов, оборудованных бумажными картотеками. И, наконец, система готовится бюрократически. Поиск наемников, вербовка студентов, реферальные программы, создание целой индустрии частных компаний, которые ищут контрактников для фронта более или менее законными методами, а также профессиональные охотники за дезертирами. Все эти активности, которые мы наблюдали последние 3 года, даром не прошли. Прежде чем разберем ситуацию по пунктам, напомню, что в описании у нас есть полезная инструкция со способами обойти блокировки интернета в России, как платно, так и бесплатно. Мы ее постоянно актуализируем и проверяем, все ли работает. Также мы тестируем разные VPN-сервисы, ссылка на сайт в инструкции. Если вы хотите подобрать себе новый VPN, присмотритесь к VPN Liberty. У них сейчас акция 30 дней бесплатно. Система, помимо того, что выполняла текущие задачи по поиску людей, еще училась людей процессить в большом количестве. Открывала для себя новые приемы и технологии. Понятно, что те конторы, которые сегодня зарабатывают на поиске наемников, в момент мобилизации начнут зарабатывать на отлове тех, кто от нее уклоняется. Это станет большой индустрией, скелет для которой уже готов. Высшие учебные заведения готовят быть структурными подразделениями военкоматов. С началом мобилизации мы наверняка увидим планы по кампаниям отчисления с немедленной отправкой на сборный пункт. Законопроект Минобороны об отказе от медкомиссии – часть законодательно-бюрократической подготовки. Медкомиссия, даже в том формате, в котором она у нас сейчас есть, оценивающая рекрутов на выпуклый военно-морской глаз, это лишний этап, лишняя остановка, лишняя бутылочная горлышко. Следует ли из всего сказанного, что мобилизация случится вот-вот? Нет, не следует. Бюрократия просто готовится к тому моменту, когда решение будет принято. К тому, чтобы как можно больше народу, как можно меньшими усилиями, с как можно меньшим скандалом быстро хлопнуть, когда новой волне мобилизации будет дан таки ход. Работа бюрократии в этом смысле очень проста. Не их ума дело задумываться о перспективах и политических решениях. Будет мобилизация через неделю, месяц или год, или не будет ее вовсе. Работа системы — подготовить инструменты и разложить их таким образом, чтобы можно было все устроить хоть сегодня. Сама по себе новость о том, что Минобороны хочет отменить медкомиссию, не ласточка мобилизации. Мобилизация – это политическое решение, и мотивы у нее будут политические. Мобилизации не случится по той причине, что система организационно к ней готова. Равно как и неготовность системы мобилизацию не остановит. У защитников второй поправки к американской конституции есть известная формула: пистолет еще никого не убил, убивают люди. Бюрократия положила Путину в тумбочку пистолет, а воспользуется он им или нет, всецело зависит только от Путина. Обсуждать имеет смысл не бюрократическую рамку, а мотивы Путина, и выглядят они, надо сказать, довольно жутко. Во-первых, людей на фронте действительно острый дефицит. Даже в период расцвета платной мобилизации в позапрошлом и частично в прошлом году такой формат пополнения армии просто покрывал потери. 1000 человек в день или около того – не тот масштаб величин, когда надо вывести войну на новый уровень. Чтобы попробовать прорвать фронт, открыть новые направления, вывести войну из позиционного тупика, в котором она застряла со времен успешного контрнаступления Украины в Харьковской области. Для этой попытки нужны сотни тысяч,
Миллион и более людей сразу. И нужны в течение нескольких месяцев, а не размазанные на годы. Война выглядит хреново и неуспешно. Причем в глазах всех, от Дональда Трампа до последнего зетника. Без разницы, верят ли наблюдающие фантазиям Путина, которые на десятки километров опережают фронт, или смотрят на реальные карты. И то, и другое ни о чем. Никакой вариант фронтового положения дел, даже самый оптимистичный путинский, не приближает к победе. Тупик этот плох не только тем, что он тупик, а тем, что у тупика есть реальные политические последствия. Дональд Трамп, еще недавно готовый кататься вокруг Путина как цирковой медведь на уницикле, убежденный, что Путин – это настоящая сила и партнер по разделу мира, посмотрел на достижения Путина за 1,5 года и явно разочаровался в его способности побеждать. Граждане, элита, вся страна, даже те, кто особо не следит, понимают, что войне нет ни конца, ни края. Это ощущение тупика распространяется и влияет на всех. Когда люди смотрят в окно и видят очередной дрон, у них возникает ощущение, что он прилетит и завтра, и через год, и через 5 лет. Что сильно влияет на обрушение рейтинга Путина. То, что можно пережить, это не то, в чем хочется жить. Попытка прорвать фронт в Украине, напасть на страны Балтии, любая попытка навести какого-то шороха, какую-то движуху, упирается в число доступных людей. Их нужно много здесь и сейчас. Еще о мотивах Путина скажем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Еще в конце 2024 года среди россиян был проведен опрос, есть ли у вас карты зарубежного банка. И каждый 5-й ответил утвердительно. Спрос на такие карты все растет, ведь с ними и за границей спокойней, и сервисы можно оплатить, и перевести деньги родственнику в другой стране тоже можно. И понятно, что в отрасли, где спрос растет, цены растут тоже. Особенно на удаленное открытие карты. Поэтому, если вы планируете путешествие, то оформить карту лучше заранее. Например, через команду SkyZet. Они пока держат доступные цены, и карту иностранного банка могут оформить в срок от 1 дня по загранпаспорту любой страны или паспорту РФ. Специалисты SkyZet не просто предлагают вам открыть карту, а сперва разбираются, как вы ее собираетесь использовать, и подбирают варианты, подходящие под ваши задачи. Если карта нужна вам для поездок, аренды автомобиля или отелей, это один вариант. Для оплаты сервисов другой, подешевле. Для жизни за границей или регулярных переводов третий. Есть еще тариф семейный. Будет карта для вас и для родственника или друга, так тоже можно. Оформление происходит после аванса, остаток вы внесете после изготовления карты. Это занимает несколько дней. Пластиковую карту доставят в любую страну, а вы сразу сможете привязать ее к Apple Pay или Google Pay и пополнить с российского счета по выгодному курсу. Приложение банка при этом доступно на русском языке. SkyZet гарантирует, если карту не откроют, деньги вернут. У них более 20 тысяч клиентов, среди которых есть и члены нашей команды. Они протестировали карты за границей, и все работает. Еще напомню, переходите только по проверенным ссылкам. Их я оставил в описании под роликом. По ним, кстати, еще активируется скидка от 5 до 15 тысяч рублей по промокоду КАЦ. Спасибо, что смотрите рекламу. Она помогает каналу оставаться независимым, делать качественный, как нам кажется, контент и выходить с ним каждый день. Продолжаем. Мы говорили о мотивах Путина. И, во-первых, это острый дефицит людей на фронте. Во-вторых, осенние выборы в Госдуму – это последние федеральные выборы аж до марта 2030-го, более чем на 3,5 года. Такого длинного зазора между электоральными кампаниями не было во время этой войны еще ни разу. Если мобилизацию объявлять не этой осенью или около того, то вообще непонятно, когда момент будет лучше. Понятно, что мобилизация станет огромным политическим кризисом, и кризис этот должен случиться максимально далеко от любых событий, которые могут превратить его в реальную проблему, когда злые граждане будут иметь возможность свою злость выразить. В-третьих, есть по-своему поразительный момент. Российская армия воюет и ведет себя с солдатами так, будто это деревенские жители, насильно забритые в солдаты, которые ничего о состоянии дел на фронте не знают и которым деваться некуда. Но делают они это в мире, где у каждого деревенского забулдыги есть хоть и трижды жизнью побитый, но смартфон с выходом в интернет и с VPN, скорее всего.
где люди представляют, куда они попадут, хотят того или нет. Одной рукой вкладывать сумасшедшие деньги в рекламу, раз за разом повышать выплаты за подписание контракта, а другой поощрять существование пузиков, произвольных казней, пыток, подвалов, вымогательств и не прилагать никаких усилий, чтобы это пресечь, это в чем-то оригинальный подход. До нуля приток новых людей в армию не упадет, но он уже точно не будет покрывать потери, и дальше будет только хуже. Дальше сказки про работу водителем не штурма рассказывать будет еще сложнее. В-четвертых, денег стало меньше. Поштучная скупка людей ввергла регионы в такие долги, что положение многих из них становится угрожающим. При текущей долговой нагрузке, при текущей ставке, при нефти Urals в $42 за баррель, при ежедневно горящих НПЗ и нефтебазах, при закупках бензина в Индии и керосина в Японии, в условиях уже наступившей рецессии, при таких вводных федеральный центр просто не потянет дальнейшее повышение выплат и значимое расширение притока наемников. Да и не только расширение, может и текущий уровень не потянуть. Мы видим, что у бюджета вполне реальные проблемы с исполнением даже текущих обязательств. Минфин разрешил сам себе одалживать и расходовать деньги помимо всякого закона о бюджете. Задача Минфина сейчас лихорадочно искать возможности порезать расходы. Дональд Трамп в очередной раз не оправдал высоких возложенных на него ожиданий. Война с Ираном не увязла на годы, как можно было бы думать, а закончилась за 3 месяца, и на рынок хлынули рекордные объемы нефти. Ожидать какое-то чудо из внешнего мира теперь точно безосновательно. С финансовой точки зрения от решения о мобилизации уйти нельзя. Государство исчерпало возможности покупать людей задорого. В-пятых, но вовсе не по значению, мобилизация – это способ проецировать силу. Один из двух, если не считать ядерное оружие. Провести мобилизацию и сохранить систему, насильно загнать на фронт сотни тысяч, миллион и более – это способ прекратить все более внятные разговоры об утрате контроля над ситуацией. Если Путин сможет заставить систему провести мобилизацию, если система справится, если не будет больших протестов, повального бегства, потасовок с сотрудниками военкоматов и полиции, если все получится удержать в руках, значит Путин контролирует ситуацию. Значит вообще всем, внутри и снаружи, в том числе тем, кто его окружает и все более внятно бухтит о прекращении войны, нужно смириться с тем, что Путин вечен и может делать все, что хочет. Как гласит народная мудрость, за деньги-то каждый дурак купит. Не надо быть лидером, чтобы наемников покупать. А вот чтобы на 5-м году войны, когда она уже очень непопулярна, не считаясь ни с какими фундаментальными проблемами, вопреки всеобщей усталости и практически открытой фронте, заставить людей идти на фронт, а систему их туда гнать, это показатель полного контроля над ситуацией и над Россией. Если система с мобилизацией справится, а граждане ее проглотят, значит, сочинять эпитафию Путину и его власти пока крайне преждевременно. Причем это будет сообщение сразу всем. И окружению, чтобы перестало глазами рыскать, и западным союзникам, чтобы убедились в бессмысленности войны против неубиваемого противника. Не какие-то отдельные законы или технические решения. Именно это должно нас пугать. На данном этапе очень сложно себе вообразить какие-то контраргументы для Путина относительно мобилизации. Она ему явно нужна для войны. Она ему нужна политически. Да, мобилизация – самый реальный риск для его власти. Но нам достаточно взглянуть на формат агитации «Единой России», на то, что сам Путин говорит, на его дефиле в камуфляже, чтобы понять, он явно сильно недооценивает реальную непопулярность войны. Он явно недооценивает, что на дворе не 2022, что война давно вылезла из телевизора, что она бьет не только по НПЗ, но по кошельку и образу жизни граждан. Что рассказы про игру в зорницу на 73-й линии фронта в районе Хабаровска больше не прокатят. Путин явно недооценивает, что абсолютно все поняли, на фронт можно уехать только в один конец. Веселых мужичков, которые распевают песни под гитару в автобусе, рассчитывая побегать месяц на полигоне и вернуться домой, больше не будет. Всех чрезмерно наивных граждан угробили за 4,5 года без остатка, сначала мобилизацией, потом платным наймом. Остались те, кто на войну не пошел даже за огромные деньги.
Те, кто осенью 22-го не перепугался бумажки с печатью и не ломанулся в военкомат. Остались, наконец, те, кто обратил внимание. Людей в прошлый раз забрали и не вернули. Путин явно недооценивает. Новая мобилизация точно будет выглядеть как в Пензе, с драками, с запихиванием в автобус. Если кампания правящей партии будет исходить из того, что в войне Путин с народом едины, что люди проголосуют за букву Z, значит и решение о мобилизации будет исходить из тех же предположений. Из предположений, что какой-то политический кризис, конечно, может и случиться. Недобитые враги немного побунтуют. Но все решится дубинками Росгвардии, а в основной массе граждане молча и с пониманием примут необходимость достижения всех целей СВО. Это в высшей степени ошибочное предположение. Но в системе, где решение принимает один человек, не имеет значения, насколько они ошибочны. Имеет значение только его точка зрения. А человек этот живет в совсем другой стране и ведет совсем другую войну. И уж точно, если на выборах получится достичь того результата, который Путин ожидает, если воображаемые им граждане проголосуют за войну до победного конца, это станет финальным аргументом. Страна готова принести себя в жертву. Короткий ответ на вопрос о перспективах осенней мобилизации звучит так. Мы не можем ничего знать, но в данном случае не верить слухам оснований у нас нет. До завтра.